Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сейчас мы идем топить то, что нельзя топить, как всегда, Honor 200 Pro. Притом 200-й перестал симку у меня видеть после утопления. Вот что значит, когда нельзя топить, а ты топишь. HDR здесь включается только в 1080p, в 4К 60 FPS, разумеется, HDR не работает, но в целом, и как вы видите, можно переключить только на телевик, на ультраширик нельзя. Ультраширик здесь работает только в 4К 30 FPS. Если говорить откровенно, то, повторяюсь, 200-й у меня не погиб, но симку перестал видеть. То есть я бы не советовал вам так делать с этим смартфоном. Но в целом, первое утопление он пережил. Больше я экспериментировать не буду. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Honor 200 Pro. Про Honor 200 я уже рассказывал, также я рассказывал про Honor 100 и 100 Pro. Многие из вас это дело пропустили, потому что 100 и 100 Pro на глобалке не было. Это дело должно появиться. У меня, разумеется, китайская версия, потому что я не миллиардер, а мне кажется, что Honor глобалки свои исключительно для миллиардеров выпускают. Но смартфон реально интересный. Чем он интересен? Первое, разумеется, здесь есть беспроводная зарядка, быстрая зарядка. До 40 минут вы его зарядите на 100%. Новейший процессор Snapdragon 8S Gen 3. Но в то же время Wi-Fi 6 версии почему-то, Bluetooth не последний. Помимо этого плотность пикселей субфлагманская, хотя здесь претензия на флагман прям отчетливо прослеживается. Основной модуль снимает в 4К 60 FPS, притом очень даже неплохо. И для того, чтобы фанаты Honor обрадовались, я сравнил его с Poco F6. Что такое Honor 200 Pro? Это пластиковая рамка. Это немного водопада у экрана, немного инфракрасного порта, без мини-джека, и защита от влаги здесь номинальна, то есть топить его нельзя, то, что я делал в самом начале. Honor 200 у меня чуть не погиб, когда я его таким образом тестировал. Он у меня перестал видеть симки, потом симки начал видеть, но в лоток вода попала. 200 Pro я топил намного лояльней, и в лоток вода не успела попасть, потому что не хочу его убивать, слишком он дорогой. Учитывая, что еще он на 50% дороже, чем Honor 200. Непонятно почему. Ну, почему? Из-за железа. Что еще интересного? Если брать во внимание Honor 200 Pro, то дизайн от каких-нибудь там пур, которые я ни в коем случае не советую. Посмотрите, есть уже нормальные нерекламные обзоры на YouTube, не только мои. Очень классный дизайн. Вот. Дизайн классный, и материалы супер, и сборка. Здесь сборка супер. В каких-то моментах он великолепен, но в некоторых он с недостатками. И недостатков, как всегда, много. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Условия просты. Подписаться на канал с колоколом, оставить любой комментарий больше 5 слов, в комментарии указать свое имя в Телеграме и подписаться на Телеграм-канал скидок. И все, и вы автоматически в розыгрыше. Или можно свое имя в Телеге написать в описании своего канала. Помимо этого еще Poco F6 Pro как раз в конце этого месяца мы разыгрываем. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, присутствовать не обязательно. Если победите, я вам напишу. Отзывы победителей уже ВКонтакте. Перейдем же к сравнению и обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики модели. Упаковка такая же, как и в младшей модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем смартфон с наклеенной защитной пленкой, обыкновенный силиконовый чехол, блок питания на 100 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, документация и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Весит Honor 200 Pro 200 граммов, а габариты 163 на 75 на 11,6 мм и 8,5 мм без блока камер. Приобрести смартфон можно в черной, белой и зеленой расцветке. Дизайн, конечно, на любителя. Отмечу только одно. Дизайн не особо изменился, если сравнивать его с дизайном Honor 100 Pro. Обзор на него тоже был на канале. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка пластиковая. Сборка неплохая, плюс за то, что есть защита от влаги по стандарту IP65 и пыли, разумеется. Конечно же, намеренно топить его не стоит. Эргономика смартфона хорошая, грани слегка закругленные, в руке он лежит удобно. Но мне нравятся смартфоны с полностью прямыми гранями. Здесь есть легкий водопад, из-за этого есть искажение определенное в картинке. На корпусе расположили качели регулировки громкости, кнопку питания, микрофоны, USB Type-C OTG версии 2.0 и стереодинамики с технологией Honor Hyson, но без кастомного эквалайзера. Звучание
Разрешение, как и в младшей модели, очень крутое, но в плане кастомизации нулевое. То же самое можно сказать про вибромотор, он хороший, но не OnePlus-овский. ИК-порт в наличии, мини-джек отсутствует. Летим дальше. Honor 200 Pro оснащен AMOLED-дисплеем с алюмосиликатным стеклом диагональю на 6,78 дюйма, разрешением 2700 на 1224 пикселя Full HD+. Плотность пикселей 437 ppi и соотношение сторон 19,85 к 9. Экран со слегка закругленными краями. Рамки небольшие, как и подбородок, но он в наличии. Также кому-то может не нравиться, что вырез под фронтальную камеру вытянут, так как он использует дополнительный сенсор, но никакого Face ID здесь нет. Я имею в виду того, который вы можете использовать с банковскими приложениями. Цветовой охват 100% DCI-P3, есть поддержка технологии HDR Vivid, 1,7 миллиарда цветов, а также технологии Always On Display. Заявленная пиковая яркость 4000 нит, яркость по моим тестам в основном 800 люксов на 100% яркости, на пике достигает 2000 люксов. И это прям круто. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат, при этом мультитач поддерживается, сверхчастотное шим-затемнение до 3840 Гц. Правда, шим иногда поднимается до 40%, но в основном, там, где вы будете его использовать, он поднимается до 15 максимум. Это не супер результаты, но и неплохие. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. И все, кто думают, что он чуть-чуть слабее, чем 8 Gen 3, вы не правы. Он слабее, чем Snapdragon 8 Gen 2, флагман прошлого поколения. Так что, пожалуйста, не притягивайте ничего никуда. Максимальная частота у него 3 ГГц, графический процессор Adreno 735, оперативная память LPDDR5X на 12 или 16 ГБ, а внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Операционная система magicOS 8 на базе Android 14 версии. Разблокировать смартфон можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц, с 2D разблокировкой и стандартными способами. Работают данные способы разблокировки не идеально, особенно сканер отпечатков пальцев, но более-менее неплохо. Внести можно до 5 отпечатков пальцев. По связи Honor 200 Pro использует технологию версии Bluetooth 5.3, не последняя, Wi-Fi 6 тоже не последний, 5G сети и ниже. eSIM доступна не во всех странах, в китайской версии, разумеется, ее нет. И напоминаю, что eSIM — это физический модуль. Если вы даже перепрошьете любой китайский смартфон без eSIM на прошивку с eSIM, она у вас не появится. Датчик приближения установлен ультразвуковой, и работает он плохо. Еще даже хуже, чем в Honor 200, в котором тоже ультразвуковой датчик. Может быть, поэтому на глобалке они и не появились. Или появились, напишите. Может быть, вдруг на момент издания обзора они их выгрузили. NFC поддерживается, MirPay встает без проблем, GPS-тест показывает точность 3 метра. Емкость аккумулятора 5200 мАч, Smart поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, беспроводную зарядку до 66 Вт и реверсивную. Заряжается от 0 до сотки за 43 минуты. Притом на 57% он заряжался за 18 минут. То есть заряжается он безумно быстро, и постепенно батарейка раскачается. Уверен, что будет 35-36 минут точно. PC-Mark он у меня 3 раза отказался проходить, но это не повод для того, чтобы нам расстраиваться, потому что автономность мы смогли с вами и так в онлайне протестить на стриме. Кому интересно будет, мы в онлайне его гоняли. За час игры в Diablo он поедает 32% заряда, притом сбрасывая сразу до 500 люксов яркость. Лагать начинает где-то на 20-й минуте пропуск кадров, но не сильно мешает для игры. Притом, если вы играете в PUBG, на 12-й минуте он показывает 44 градуса на экране и сбрасывает на 12-й минуте яркость до 370 люксов. PUBG поедает примерно 27% в час, то есть вообще смартфон не особо оптимизирован. Тротлинг-тест проходит плохо, видите все на экране, хотя относительно. То есть он иногда выдает супер хорошие графики, но его я заснять не успел. По второму разу, когда я по третьему проводил, у него были графики не идеально. Если говорить про Wild Extreme стресс-тест какой-нибудь, там 89% стабильности он показывает, так же как в Solar Base стресс-тесте мы заходим и видим 54%. В Antutu выбивает он 1 миллион 300 тысяч баллов, на третий прогон он показывает 1 миллион 291 тысячу баллов. Все данные вы видите. Смартфон неплохо совсем справился, но по мне мощность обуздать не смогли. Хотя все, как говорится, относительно. Будут еще допиливать, но что из этого получится, это вопрос. Это будет уже потом. Тем более смартфон технически уже не новый, его уже больше месяца продают. Переходим к камерам. Основной сенсор OmniVision OVH9000 на 50 мегапикселей с апертурой 1.9, оптостабом и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 12 мегапикселей с макрорежимом, цифровой стабилизацией, углом обзора в 112 градусов и апертурой 2.2, а также телеобъектив Sony IMX800
656 на 50 мегапикселей с апертурой 2.4, оптостабом, 2,5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым зумом. С фронтальной части установлен сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.1, цифровой стабилизацией, дополнительным датчиком глубины и разрешением для съемки видео 4К 30 FPS. Короткие примеры и сравнения с Poco F6 вы сейчас увидите, но хотел бы кратко прокомментировать. Из интересного во время сравнения сверхширик в ночное время лучше справляется в F6. Также хочу обратить внимание на то, что 200 Pro хуже справляется со светом в ночное время суток на основной сенсор, что физически объяснимо, но хотелось бы по-другому. В сравнении фронтальных сенсоров ночью картинка F6 более приятная и качественная. Разумеется, это не во всех локациях и не во всех случаях. Poco плохо справился в локациях, где очень мало освещения. Баланс белого лучше Honor, при этом на F6 более плавная картинка без фризов. В целом, перейдем к сравнению. Ну что, 4К 60 FPS, Honor 200 Pro против Poco F6. А почему Poco F6? Потому что очень популярные смарты, их будет очень много. Так как, опять же, мы имеем бросовый ценник за довольно приличные спеки. Опять же, все относительно. Напоминаю, что у Honor 200 Pro есть еще телевик. И вот так вы сможете снимать в этих условиях. Со светом лучше отрабатывает Honor, но есть моменты, участки, в которых выигрывает местами Poco, но в основном он сливает по полной программе, и это очередной раз доказывает, что Poco это не про съемку. Ужасный ультраширик у обоих в 1080p 30 fps, которым даже не хочется особо снимать, но снимать надо чуть-чуть, и по мне здесь с ультрашириком хуже справляется даже, кстати, Honor 200 Pro, но может я и не прав. Ну и 4К 30 FPS против 1080p 60 FPS. И еще очередной раз хочу отметить, что так все-таки классно Honor 100 отработал на прожарке, что я очень советую посмотреть на него обзор. И может быть они сделают ценники на них такими же близкими, как, допустим, в Азии. А в Азии реально Honor 200 стоил 31, а Honor 200 Pro стоил, по-моему, 34. Я покажу, скорее всего, в ролике, сколько он стоил. В общем, смарты очень интересные и довольно 200-й сбалансированный, 200 Pro не особо. Фронталку видите, 1080p 60 против 4К 30 FPS. Так, вот смотрите, 30-секундная магия в 4К 60 FPS по полной программе Poco сливает, потому что это сложная обстановка. И дело не в том, что я не очень хочу это показывать, просто смысла сравнивать Poco с Honor 0. Honor рулит, конечно. Это X3 с телевиком. Да, по съемке прям вау. Это телевичок вот сейчас 1080p 30 fps. И здесь то же самое. Вот, кстати, в условиях супер низкой освещенности видно, что по телевику тоже, по ультраширику тоже Poco хуже. Ну и для чистоты эксперимента 4К 30 FPS, вот обратите внимание, все равно Honor с источниками освещения справляется лучше. Но опять же, как в тысячный раз повторяюсь, он может переходить на ультраширик в 4К 30 FPS Honor. Poco не может. И то, что вижу я сейчас на экране, вполне возможно будет в записи другим. Лучше или хуже. И исходники я постараюсь у себя в личной телеге скинуть. 6 утра, 4К 30 FPS. Пора идти спать. И вот так вы сможете снимать на эти два смарта, если вы решите ложиться спать в 6 утра. Хотя по уму надо вставать в 6 утра, ложиться в 7 вечера. Это 4К 30 FPS. Ультраширик, кстати, и телевик X200 Pro. И 4К 60 FPS. Здесь вот с динамическим диапазоном вопроса и цветами. Я вам скажу, что Honor с цветами угадывает намного лучше. На 100%. Намного лучше, чем это делает Poco. Здесь еще туман такой. Хорошо. Ну и вот X3, если захотите снимать опять же на зуме. Разница тоже очень большая. Шумов смотрите сколько у Xiaomi, у Poco.
потому что телевика нет. И утренняя фронталка в обоих динамический диапазон не вывозит. Вот так это должно выглядеть позади, а вот так это выглядит, когда вы себя снимаете. 4К 60 FPS. Основа. 200 Pro против Poco. И по цветам Poco что-то посередине между ними самое интересное. То есть Poco чуть-чуть перекручивает, не чуть-чуть, прилично. А Huawei Honor чуть-чуть высветляет. Но Honor высветляет меньше, чем Poco перекручивает, скажу так. То есть Honor ближе по цветам. Ну что, ночные 4К 60 FPS, съемку у дороги. И вот такая разница в съемке, видите, позади, вдалеке магазины, допустим. И с освещением оба смарта работают, я не скажу, что лучшим образом. Но динамический диапазон шире намного у Honor. И плюс, разумеется, можно еще врубать телевик. И все станет намного интереснее. Хотя, опять же, видите, и зайчиков ловит и один, и второй смартфон. И сказать, что прям суперсъемка, сложно. Ну что, два смарта, 4К 60 FPS. Так вы сможете себя снимать в лифте. Много раз, наверное, будет одно и то же, с одной стороны. С другой стороны, вы будете видеть магию электронов. Что это значит? Что иногда смартфон лучше снимает, иногда хуже. Почему? Где-то как-то перегрелся, какой-то в фоне процесс, что-то он скачивал. И в этом смысле идеальных смартов не бывает. А iPhone греется гигей как и сбрасывает яркость тоже. Притом, наверное, больше, чем большинство. Начнем с самого интересного. Вот здесь вроде бы вот вам кажется, что почетче какая фотография. Правильно, почетче чуть-чуть вот эта фотография. И можно сказать, что в каких-то даже моментах со светом, не считая зайчиков вот этих, которые здесь тоже есть, здесь у нас все интересней. Во всяком случае, мне так кажется, потому что с этим источником света отработал лучше здесь. Либо плюс-минус одинаково. То есть смартфон один камерафон, но Honor наверху, а Xiaomi внизу. Да, если ты знаешь, что Honor наверху и Xiaomi внизу, ты начинаешь такой, вот здесь вроде бы почетче текст, но это не так, он не почетче здесь. И фотографии плюс-минус одинаковые. Хочется, правда, видеть, что у Honor что-то лучше, но по факту нет. То есть вот в этой конкретно взятой фотографии на основной модуль у нас Xiaomi отфотографировала также. Вообще все в хейке, запоминайте, это Xiaomi. Если смотреть на эту фотографию, здесь намного лучше справился Honor. Намного. Здесь у нас был телевичок, здесь у нас был просто зум. И если вы будете юзать телевик ночью, то однозначно Honor является приоритетом. Вообще, если есть телевик, вам нужен телевик в принципе. Если говорить о фронталке, вот обратите внимание, здесь у нас 2 JPEG, значит, здесь у нас Xiaomi, кстати, он, получается, фото в JPEG сделал, а здесь у нас Honor, он взял и вырубил стаб. То есть вот вроде бы фотография великолепно отличная, но лицо поплыло. Здесь не все так волшебно, меньше деталей, но однозначно фотография четче. То есть мораль очень сильно зависит от ваших прямых рук и от ваших потребностей. Разумеется, если вам нужен телевик, это про Honor. Poco это точно не про съемку, но в то же время, смотрите, интересная особенность. Я могу сказать, что вот он у нас Poco с хейковским расширением, вот у нас Honor. В обычном JPEG основной модуль на 27 мм. И мы можем сказать, что в этой фотографии вау, как классно справился Honor, как ужасно справился Poco. Потому что деревянная болванка лучше на Honor в разы. Но почему? Потому что Poco выбрал объект. И объект он выбрал фигурку. Honor выбрал как раз деревяшку. Если брать ночные фотографии, здесь вообще все печально. Honor в автомате, обращаю внимание, что исходники я, разумеется, скину, на основной модуль сфотографировал просто ужасно. Притом я ждал, чтобы он сфотографировал. Вот видите, вы можете прибежать с этим смартфоном F6, который вообще не про съемку. Я не говорю, что брать его. Есть еще Samsung, есть еще море просто даже у тех же Honor смартфонов. Если у тебя супер камерафон а-ля
это не значит, что он у тебя будет супер фотографировать. Это у нас, соответственно, Xiaomi, это у нас Honor. И здесь по съемке, конечно, вот если здание брать, хочется сказать, что приятнее выглядит Honor, но я не понимаю в чем. Вот если совсем честно, может быть фокус где-то в другом месте. Давайте попробуем по деталям посмотреть. Все очень близко. Вот прям все очень близко. Скачивайте исходники. Где-то один смартфон выигрывает, где-то другой. Хотя, по идее, Honor должен был бы в одну калитку его выносить. Ну и он, соответственно, выносит там, где нужен телевик. 4К 60 FPS. Как я не люблю встречать рассвет. Это уже 11-й рассвет. 5:18. И вот так в 4К 60 FPS на Honor 200 Pro вы сможете снимать рассвет. Основной модуль, если брать X3, то, кстати, тоже неплохо снимает. Но темно, конечно. Там светлее намного пространства. Если на основной модуль, то вы видите, что там. То есть, проще говоря, на основной модуль зум вот 2,9 больше видно, чем на телевик. Вот такая вот мораль. В целом неплохо. 4К 30 FPS, проверка на Rolling Shutter, который недавно был у Realme GT6T. Надеюсь, что у Honor 200 Pro его нету. Штука в ремонтной мастерской. Вот такая вот ночная кофейня с конем. Скорее всего, это 3D принтер. Может быть и нет. На гипс похоже. Прикольно. И ночные 4К 60 FPS. Вот так можете снимать себя. SAI 4К 30 FPS, возможно, переход на ультраширик и X3. Как это называется? Это фудблогинг. И 4К 60 FPS, тоже фудблогинг. Еда. Хорошо снимает. Едабельно же. И цвета передает почти правильно. Почти. Очень близко. И 4К 60 FPS, гребешки на основу и на телевик. Разумеется, все из сои. Вы поняли, да? Чтобы осуждать. 4К 60 FPS, еще немного креветок, если вы недостаточно уже. И телевик. Вообще хорошо так снимает. И еще немного и 4К 30 FPS, еда. Еда. Основа был телевик. Вот сейчас телевик, основа, ультраширик. Без АИ ночь 4К 60 FPS. 60 FPS на основе нету, на ультраширике. И вот так сможете снимать ночью. Даже учитывая, что здесь противное освещение, очень даже неплохо. И это без шумодава. Шумоподавлением вот так можно снимать. Это я вручную, кстати, сейчас фокус настраиваю. До этого ни разу не настраивал. Это все из сои, если что. Только не пишите мне, что соя это плохая еда, потому что вы понимаете, почему я говорю, что это из сои, да? И еще немного телевика. X1 4К 60 FPS. О, телевик. Еда. Там 1080p 60 FPS, съемка с одной руки, спуск стандартный. Можете посмотреть во многих роликах, если мне камера нравится у смартфона. Что бы я ни говорил, и как бы я ни говорил, что плюс-минус одинаково с чем-то, я стараюсь вот таким образом его тестировать. И на фронталку здесь 4К 60 FPS не перейти, но можно параллельно фотографировать, можно перейти на телевик и можно перейти на основу. Вот так примерно сможете снимать с одной руки. Желательно так никогда не делать, разумеется, потому что обе руки должны быть на руле. Напоминаю про остаточные явления. Задержка реакции. Это без сарказма, потому что на дорогах людей калечится и гибнет намного больше, чем в других местах. Смотрим статистику и каждый раз, когда газуем, вспоминаем об этом. И не рассказывайте мне, что я сейчас здесь шатаюсь, потому что у меня ТО пройдено у байка, и я делаю это максимально медленно, и здесь никого нет.
Все, вот так сможете снимать. Очень даже неплохо. Или еще чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть поснимать. И мне нравится, как снимает Honor, что 200, что 300, что 200 Pro. А с бендами у 200 нет 7 и 20. Обращайте внимание, разумеется. Китайская версия мне обошлась 34, по-моему, или 31 прошки. Потому что в 31 мне вышла обычная 200 версия. Но сколько они в глобале за это дело попросят? Ну, 200 Pro очень нестабильный смартфон. Посмотрите прожарку, я пока ее еще не делал, но я на 99,9 в периоде уверен, что он, как говорится, даст жару. И мне кажется, что какое-то время он те же 90 FPS будет держать в PUBG New State, а потом скажет: друг, мне плохо. Притом это потом произойдет довольно быстро вместе со сбросом яркости. Но, возможно, я не прав. Я надеюсь, что я не прав, потому что, во всяком случае, после всех этих Huawei-ских смартфонов, даже Honor — это как глоток свежего воздуха, когда ты хотя бы программу можешь все установить, и ты этому радуешься. Вот, так что спасибо Honor, что у вас есть гуглы. И продуктовые 4К 60 FPS. Самое интересное, как мне кажется. Рис. Умножаем все на 2,6. Яйца на 2,6. Если умножить, то сразу становится грустно, правда? То есть получается приличненько так. 130 с лишним рублей за 4 штучки. И снеки. Снеки. Косметика. Прикиньте, сколько косметики. Просто море. На Honor, кстати, можно на ультраширик снимать с и в 4К 30 FPS 200 Pro. Это ультраширик, это основа, это X3 телевичок и X10 максимум вот так. Очень круто. Очень круто. Понятно, что ему солнце не мешает, и у меня сейчас период дождей, но все равно круто. Прям хорошо снимает. Давайте по плавности проверим. Ползунок неудобно. Где ползунок? Во, все, ползунок вылез. Все равно неудобный такой ползунок. Хотя нет, обычный ползунок, просто графика другая. И смотрим. Переключения, конечно, явные, но не такие плохие, как я ожидал. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, ужаснуться. Не забыть, что у меня есть топ-10 смартфонов на канале, их много, под разные ценовые категории. Готовиться к следующему сейлу, на Али он стабильно уже 2 раза в месяц. И там уже прикидывать, что и как. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал и телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Ну и резюмировать я бы хотел, как всегда, поклянчить. Давайте откровенно, я покупаю просто безумное количество диких устройств. Допустим, вот это Motorola 50 Ultra. Вот это Honor 200 Pro, который будет по-любому в глобалке, так как на меня реклама Honor вышла и попросили Honor 200 и 200 Pro пообозревать. Но мы не сошлись в подходе того, как я буду обозревать даже рекламно, поэтому, ну я не поэтому, а и до этого купил. Так что если вы хотите, чтобы я покупал эти устройства и делал по 3 обзора, а я делаю обзор прожарку на пользу стримах, вы ее уже видите. Обзор одним кадром, где вы можете потом открыть 2, 3, 4, 5 обзоров одновременно на экране и увидеть одинаково, как отрабатывают основные модули в лифте, допустим, либо на улице с одним и тем же лицом. У разных смартфонов, там их уже почти 90 штук было. Так что подписка, лайк, колокольчик и подписаться еще на телегу скидок. И я вам скажу огромное спасибо и буду продолжать это подлое дело. Почему подлое? Потому что, смотрите, вот эта вот железяка, сколько бы она ни стоила, датчик приближения глючит? Глючит. В играх греется? Греется. Вывозит он вывозит их хуже, чем Honor 200. Если говорить про какие-то другие особенности, что здесь премиум? Ну, у А55 у того же Samsung, которого я все время вспоминаю, ему, наверное, и кается, у него хотя бы рамка металлическая. Хотя даже Samsung стоит на 50% дешевле. Понятно, что там свои истории, почему не стоит брать. Про кастомизацию. Бендов здесь, разумеется, 7-20 нет в китайской версии, в глобалке будет. eSIM, разумеется, нет, может быть, в глобалке будет. Но есть беспроводная зарядка, супер. А где нормальная защита от влаги? Где нормальный дизайн? Ну, то есть, вот этот вот простенький дизайн не должен стоить таких денег. Вот, опять же, мне кажется, что все дизайнеры ушли
в Huawei, а все люди, которые понимают, что в смартфоне должно быть в 2024 году не как здесь железо 2020 года, а 2024, ушли в Honor. И у них получилось, что вроде бы железо топ, реализация так себе, а вопросов море. Потому что и программно, смотрите, Always on Display здесь полноценного нет, какого-то лешего. Они берут пример с Poco, который дешевый. То есть Poco на распродажах дешевле, чем это дело. И в каком-то смысле Honor 200 Pro, вот сразу картина маслом, это определенного рода атовизм. Смотрите, Honor 200 Pro неплохой смартфон. Но в то же время, какой еще неплохой смартфон был подобный? iQOO 12 Pro, отличный смарт. Но тоже, согласитесь, он не супер популярный, это естественно. Помимо этого, какие у нас еще были интересные подобные смартфоны? С чем бы сравнить его? С приставкой Pro. Poco F6 Pro. Тоже немного людей будут его покупать. И это все новинки. И таких новинок я могу поперечислять довольно много. Не знаю, какие-нибудь там OnePlus 30, N30 SE, которые изначально. Вот они особенные и не в хорошем смысле. То есть Always on Display обрезан, бенды у вас появятся хорошо, защита от влаги не появится. Кастомизация аудио и вибро у вас тоже не появится в стоке. То есть это какой-то такой смартфон хороший, но очень дорогой и будет супер дорогой в глобалке. Мне он обошелся в 41, мне кажется, на глобал они рекламой от кого-нибудь там, либо с болидами, либо еще с чем-то, либо там супер беспроводная зарядка выгрузит вообще по 50, по 60 тысяч, а в этой ценовой категории, ну, мягко сказать, он не конкурент никому вообще. Красный ценник за него, по мне, это вот для фанатов Honor 34-35 это предел. Но, опять же, он даже в китайской версии стоит дороже. По мне, вот напишите, кому дизайн нравится. С дизайном они, конечно, мягко сказать, напортачили. С камерами пока ничего волшебного нет. Он должен в одну калитку ушатывать Poco F6, который никогда не про камеры. Но он не ушатывает. Как мне говорили, ты сравни его с Huawei. Друзья, когда ты сравниваешь Huawei или Honor, ну, фактически от одного производителя покупателю выбирай либо это, либо это. Я Huawei вообще, они с методичками продаются вместе. Вы можете в магазине подойти, посмотреть. Там идет смартфон и рядом инструкция, как им пользоваться, чтобы ты мог туда гуглы устанавливать. Вот в Honor отлично. В Honor даже в китайской версии можно установить Play Market, игрушки и все остальное. Да, он сбрасывает яркость, да, если его брать, то исключительно за телевик там или еще за что-нибудь, потому что по-другому они не могут продавать, им надо обязательно продавать портреты, либо супербыструю съемку, либо еще что-то, потому что ничего особенного у них нет, там супер вибро, как в OnePlus нет, супер ценников, как у Xiaomi Poco, которые там их сразу дропают, только чтобы их скупили, у них тоже нет, Face ID у него нет, и вот, в общем, а что у него есть? Металлической рамки нет, премиального внешнего вида нет, 2 симки можно запихать, 5G есть, которое большинству не надо. В целом, можете называть этот подход хейтерским, но во всяком случае вы его больше нигде-то и не получите толком. Может быть, кусочно где-то. А вот так, чтобы валом, наверное, только у меня. Пока. Надеюсь, что появится еще что-то подобное, и нам тогда будет все вместе веселее на YouTube. В целом, можете написать, что Саня, ты не прав. Смарт стоит своих денег, я вот посмотрел его ценник, и, в общем, он огонь. Пишите, делать ли обзор одним кадром, который я, скорее всего, все равно сделаю, но у меня уже 3 смартфона накопилось, я, в общем, думаю, это кому-то надо или нет. Прожарка следующая будет на Motorola 50 Ultra. Что такое прожарка, кто не знает? Это мы в онлайне, на стриме тестируем устройства, вы задаете вопросы, на какие-то из них я в основном отвечаю. Про шим я здесь говорить тоже ничего не буду, вы и сами все видели в тестах. В записи стрима обязательно остаются. Девайсу в отрыве от стоимости от меня однозначное да, потому что он неплохой, пользоваться им можно. Людей, которые приобретут данное устройство, я не понимаю так же, как людей, которые Honor Magic 6 Pro покупают, которых на Авито и новых уже валом вали, потому что, вот это не премиальный внешний вид, не премиальный. Я не знаю, как им объяснить, что они делают устройство за такие деньги и даже без металлической рамки. Человек должен ощущать, что у него в руках почти 500 баксов. Вот какие здесь 500 баксов? И защиты от влаги нет. Я не знаю, где... Honor там же, где и Huawei, наверное, идеи питают из разряда, как побольше DxOMark завести, да, и все. И на этом у них фантазия заканчивается в маркетинге. Подписывайтесь на канал с колоколом. Девайсы, повторяюсь, в отрыве от стоимости однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.